Здравствуйте, друзья! Недавно мне в комментарии написала девушка, что ей нужна цепочка, но не плоская. Она занимается изготовлением украшений, и нужны ей цепочки, на которых можно этот кулон повесить, но цепочку она бы хотела, чтобы была не плоская. Вот я собрала все свои более-менее, будем говорить, круглые цепочки. А сегодня я хочу вам показать, как сплести вот такую. Это уже самая тонкая из самых тонких. Тоньше просто сделать невозможно. Дело в том, что цепочку, которая будет не плоская, нужно плести минимум из 3 бисерин. Вот эта цепочка плетется как раз на 3 бисерины. Видите, вот здесь вот у нее 3 бисерины в основании. Я сегодня покажу вам, как сделать эту цепочку, вот такую. Она достаточно тонкая, она проходит в украшение, что самодельное. В самодельном украшении, конечно, всегда можно запланировать размер вот этой дужки. Но даже в те украшения, которые я не планировала вставлять вот в эти цепочки, оно тоже подходит. Ну, а уж если говорить о таких фабричных дужках для кулонов, то эта цепочка вообще с радостью проходит. Еще и свободно. Вот еще цепочки, которые достаточно тонкие, подходят для таких украшений, на которые можно повесить кулончик. Это когда-то я плела цепочку. У меня есть видео. Я рассказываю, как сплести вот такую вот цепочку. Эта цепочка сплетена в технике квадратный жгут на 3 бисерины. На 4 получается чуть-чуть толще, а эта вот цепочка на 3 бисерины. И смотрите, она достаточно тонкая и очень красиво смотрится. Мастер-класс у меня, как плести эту цепочку, есть. Но ссылки на эти все изделия я оставлю в описании. Также вот цепочка, смотрите. Это моя любимая. Я ее, кстати, очень часто ношу. Она мне очень нравится. Эта цепочка очень тонкая получается. У нее вот такая вот естественная волнистость. И смотрится она просто великолепно. Если ее сделать, допустим, в одном цвете, то кулоны тоже будут очень хорошо на ней смотреться. Но попробуем. Здесь у нас большой замочек. Да, все, вот смотрите, великолепно смотрится. И даже с меньшим размером можно взять дужку вот эту, и тоже будет хорошо входить эта цепочка. Также вот есть у меня вот такая вот цепочка. Тоже она получается очень тонкая, очень подвижная, очень, хорошая цепочка именно для того, чтобы на нее вешать украшения. Вот смотрите, даже в достаточно тонкую такую щелку эта цепочка хорошо заходит. Ну и вот эта цепочка, когда-то я делала такое украшение, назвала его «День-ночь». Вот такое украшение, черный и золотой бисер. Но вот эта цепочка, которая внутри, до того, как я ее обшила сеточкой, она тоже достаточно тонкая. Но я уже распускать не стала, чтобы вам показать. На это украшение тоже ссылочку оставлю в описании. Ну и даже на все вот такие вот фабричные кулоны можно одевать эту цепочку. Смотрите, она очень легко проходит. Ну и еще хотела пару слов сказать. Несколько лет назад я делала вот такой вот кулончик.
И потом мне в одном из комментариев написали, что я неправильно указала размеры вот этих вот кристаллов. Дело в том, что я сказала, что это кристаллы 6 на 8, а это кристаллы 4 на 6. Так что если вдруг вы захотите делать такой кулон, то у меня там ошибка. Я, правда, в описании это все отметила, что здесь я ошиблась. Ну вот, если захотите делать такой кулон, то читайте описание, там размеры я поменяла. Ну, а теперь давайте перейдем вот к этой цепочке. Эту цепочку я плела на вот такой вот толстой мононити. Наконец-то мне удалось купить такую толстую мононить именно черного цвета. Дело в том, что в последнее время плету все время на вот такой вот нитке. А черную никак не могла встретить. И вот я достала и черную. Так что наши мастер-классы теперь будут полноценные. Потому что я всегда плету, допустим, этой нитью, а показываю вам на более тонкой. И смотрится уже по-другому. Ну, а теперь буду вам показывать вот на такой вот черной нити. Это украшение можно плести как однотонное. Вот у нас сейчас будет год дракона. Вот такой вот зеленый микс я брала. Номер этого бисера вот 59-155. Бисер размер 10. Ну, а золотой бисер, который я вот здесь вот вставляла, вот такой его номер 18-184. Бисер не очень стойкий. Вот тут у меня уже несколько бисерин сразу и облезла. Ну, для того, чтобы показать вам, что цепочку можно плести в двух цветах, я вставила этот бисер. Если плести цепочку двумя цветами, вот как здесь у меня, то здесь, смотрите, будет по спирали идти. Зеленая, она вот так вот идет по спирали, ну и золотая. Цепочка, несмотря на то, что сплетена вот такой толстой вот ниткой, она очень хорошо растягивается, закручивается и завязывается на любой узел, хоть на один, хоть на два. Из этой цепочки можно сделать, смотрите, как получается, тоненькое колечко, очень красиво смотрится. И можно наделать много разных украшений, если цепочку эту скручивать. Ну и также можно с этой цепочкой делать вот такие украшения, то есть вставлять бусины и делать красивые украшения. Я вам покажу сегодня на бисере номер 8. Это более крупный бисер. И на вот этой же черной нитке. Для того, чтобы начать цепочку, нам нужно набрать 3 бисерины. Подтянули к концу нитки и завязали узелочек. Вот такой у нас треугольничек получается. Ну и прежде чем зайти в ближайшую бисерину, вы для себя должны определиться, хотите ли вы плести по часовой стрелке или против часовой стрелки. Потому что периодически вам надо будет об этом вспомнить, потому что, иногда бывает так, что бисерина не хочет вставать на свое место, и пока вы не определитесь, куда ваша нитка шла, вы сейчас по ходу это увидите, то вам будет, то цепочка может искривиться. Ну вот я, допустим, захожу вот в эту бисерину, это будет значить, что я буду плести против часовой стрелки. Теперь я набираю одну бисерину. Нитка у меня вышла вот из этой бисерины, а я захожу через одну, вот так. Начинать всегда трудно, дальше будет легче. Трудно, потому что не очень удобно держать в руке. Вот, смотрите, вышла вот отсюда. Вот она. Видите, вот эта бисерина, она вначале не хочет встать туда, куда я ее, так сказать, призываю. Поэтому, первую можно вот так вот
подтянуть. Вот. У нас, видите, как получается? И теперь мы будем делать все время одно и то же. Смотрите, вот у нас выходит ниточка из одной бисерины, а мы будем заходить в ту, которую мы с вами только что набрали. Вот она стоит, видите, сверху. Я набрала одну и захожу вот так вот против часовой стрелки, получается, плету в эту бисерину. И вот у нас с вами все время будет получаться так, что у нас как будто бы 3 бисерины в основании. Та, которую мы только что набрали, и та, из которой выходит нитка. А эта бисерина чуть-чуть внизу. Третья. Но вот я когда плела, я все время вот так вот, после того, как я бисерину поставила, я все время возвращала свое плетение так, чтобы у меня нитка выходила вот в эту сторону. Просто, чтобы не запутаться. Потому что, когда однотонное изделие, то всегда хочется куда-нибудь пристроить иголку не туда. Если засомневались, вот в эту надо вставить бисерину или вот в эту, всегда оттянули и смотрите, это та бисерина, которую мы только что набрали, и в нее нам надо зайти. То есть, и так как я помню, что я иду против часовой стрелки, то я захожу вот так. Вот так. Ну, вначале, видите, бисерина не хочет становиться на свое место, но мы с ней поборолись. Я опять поворачиваю так, чтобы у меня нитка выходила сюда. И дальше все время так же делаю. Набираю одну бисерину и захожу в ту, которую мы набрали. Вот так. И у меня все время как будто бы 3 бисерины в основании получается. Опять я набираю одну и захожу вот так вот против часовой стрелки. Ага, смотрю, куда? Вот она, бисерина, которую я только что набрала. Захожу сюда. И обязательно каждый раз хорошенечко нужно подтягивать. Вот кажется, цепочка простая, бисера в ней участвует мало, ходов мало, а плести очень неудобно, потому что нужно каждый раз подтягивать и внимательно следить, в какую бисерину заходить. Вот, я каждый раз разворачиваю, чтобы знать, куда мне заходить. Если у вас не очень много опыта, то я вам советую плести такую цепочку 2 цветами. Тогда вам будет очень-очень просто. Смотрите, дальше мы делаем с вами вот так. Ну, допустим, давайте первую бисерину мы наберем сейчас. Я беру красный бисер и захожу так же, как заходила вот в эту бисерину, которую мы набирали перед этим. А дальше мы будем делать вот что. Если нитка выходит из голубой бисерины, мы каждый раз набираем голубую и заходим в красную. Теперь дальше смотрим. У нас нитка вышла из красной бисерины. Набираем красную и заходим в голубую. Теперь выходит из голубой, набираем голубую и заходим в красную. Вот видите, как это все просто. То есть, если
опыта у вас не очень много, то можно плести двумя цветами. И получится очень красиво. Если подобрать цвет, то будут такие четко выраженные спиральки. Видите, у меня уже начала закручиваться голубая. То есть из какой бисерины вышло, такой цвет и набираем. То есть каждый раз поворачивайте к себе вот так ниткой. Тогда будет четко видно, особенно если плетете одним цветом. И дело в том, что эта цепочка это не что иное, как жгут, сплетенный мозаичным плетением. Только всего лишь на 3 бисерины. Я не знаю, я никогда не встречала, что плели на 3 бисерины. Наверное, из-за того, что не очень удобно им плести. Но цепочка поистине получается тоненькая. А если вы возьмете в работу не 10 размер бисера, а хотя бы 13 или 12, я уже не говорю о 15, если сделать 15, то это будет вообще ювелирное изделие. Ну вот смотрите, что у нас с вами получается. Начинается закручиваться спираль. Я думаю, что продолжать показывать, как плетется эта цепочка, нет смысла, потому что движения повторяются, ничего нового я делать уже не буду. На этом, друзья мои, плетите с удовольствием, будьте все здоровы, всего вам доброго, до свидания.